Более 1500 лет латинский язык был языком культуры и письменности, единственным языком науки и философии в Западной Европе. На нем писали и говорили древние философы и ученые. Нам в наследство достались десятки тысяч их научных трудов и художественных произведений. В нашу жизнь вошло много крылатых фраз и пословиц на латинском языке. В этой подборке вашему вниманию самые известные из них. «Si vis pacem para bellum» – «Хочешь мира, готовься к войне». Данная фраза означает, что лучший способ поддерживать мир и жить в безопасности – всегда быть готовым к войне. Кто хорошо вооружен и умеет драться, на того не нападают. «Per aspera ad astra» – «Через тернии к звездам, через трудности к успеху». Автором крылатой фразы считается древнеримский философ Сенека. Все в жизни, что добивается просто, не ценится, легковесно и переменчиво. Лишь регулярный труд, целеустремленность, упорное преодоление проблем, решение сложных задач могут стать основой серьезного долгосрочного успеха. «Omnia meo mecum porto» – «Все свое ношу с собой». Достаточно распространенная крылатая фраза Цицерона. Смысл выражения заключается в том, что настоящее богатство человека – это духовное богатство, его знания и умения. «Memento mori» – «Помни о смерти». Латинское выражение, ставшее крылатой фразой. В Древнем Риме эта фраза произносилась во время триумфального шествия римских полководцев, возвращающихся с победой. За спиной военачальника ставили раба, который был обязан периодически напоминать триумфатору, что, несмотря на свою славу, тот остается смертным. «Festina lente» – «Спеши медленно». Это выражение часто повторял римский император Октавиан Август, доводившийся внучатым племянником Гаю Юлию Цезарю. Ничего не считал он в большей мере неподобающим для полководца, чем поспешность и опрометчивость, поэтому это выражение было его любимой пословицей. «Totus mundus agit histrionem» – «Весь мир играет спектакль», «Весь мир – актеры». Обозначает то, что весь мир занимается лицедейством. Данную фразу приписывают Уильяму Шекспиру, она даже была написана при входе в его театр «Глобус». Но история метафоры уходит в античность и принадлежит древнегреческому философу Пифагору. «Cras melius fore» – «Завтра будет лучше». Крылатое латинское выражение, которое было и будет актуальным во все времена. «Картаго делenda est» – «Карфаген должен быть разрушен». Это крылатое выражение возникло в Древнем Риме в 150-х годах до нашей эры во время войны между Римом и Карфагеном. Консул Рима Марк Порций Катон любое свое выступление в Римском Сенате заканчивал этими словами, независимо на какую тему было выступление. Впоследствии Карфаген действительно был захвачен и полностью разрушен римлянами. В наше время так говорят о навязчивой идее, о решимости радикально разобраться с проблемой. «Non progredi est regredi» – «Не идти вперед, значит идти назад». Смысл высказывания состоит в том, что прогресс противостоит регрессу. Прекращение развития означает начало движения в обратном направлении, которое ведет к ухудшению и утрате достигнутых результатов. «Veni, vidi, vici» – «Пришел, увидел, победил». Очень известные слова Гая Юлия Цезаря в 47 году до нашей эры, которыми он описывал свою быструю победу в бою над противником. Выражение употребляется в современном языке, обозначая быстро достигнутые успехи или скоро завершенные дела. «Veritas temporis filia est» – «Истина, дочь времени».
Фраза принадлежит древнегреческому писателю Авлу Гелию или политику и оратору Цицерону. Высказывание говорит о том, что к истине приходишь не сразу. Только по прошествии времени понимаешь всю значимость происшедших с тобой событий, а значит, видишь истинный смысл. Felicitas humana nunquam in eodem statu permanet. Человеческое счастье никогда не бывает постоянным. История, к сожалению, не сохранила сведения об авторе этих слов, но древние римляне, как всегда, были правы. Aut vincere, aut mori. Или победить, или умереть. Сложно сказать, кто же первым стал ставить перед собой такой сложный выбор, но можно смело перенестись в античные времена. Такому принципу придерживались многие участники соревнований в Древней Греции. Борцы зачастую сознательно предпочитали поражению славную смерть на стадионе. В дальнейшем выражение «победа или смерть» стало лозунгом воинов всех времен и народов. Dum spiro spero. Пока дышу, надеюсь. Фразеологический оборот схож с русским выражением «надежда умирает последней». Обычно его приписывают Цицерону либо Овидию, но точно установить автора данного изречения невозможно, так как в различных формулировках оно встречается у многих древних философов. Pax huic domoi. Мир этому дому. Это приветствие входящего, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.